Итак, доброго раннего утра. Перед вами 100-рублевая купюра. Можно взять и 1000, можно взять и 10 000. Такая купюра существует. Хотя сомневаюсь, что кто-то возьмет и испортит. Но в любом случае можно взять любую купюру, где цифра 1 и 0. Сколько нолей, это не важно. Можно 2 ноля, можно 3, можно 4. Дорогие друзья, со времен появления арабских цифр, ежели кто не знает, я напомню, что вот подобные цифры – это арабские цифры, это придуманные арабскими учеными средних веков. Вот поэтому мы и разделяем римские цифры и арабские цифры. Я почему говорю, ежели не знают, потому что сейчас у нас образование очень сильно упало. Есть люди, которым по 40-50 лет, а они в жизни ни одной книги не читали. У них очень ограниченный и узкий кругозор. И они могут не понять, что такое арабские цифры. Так вот, со времен создания арабских цифр вот эти цифры означают, то есть носят в себе некую мистическую тайну удачи. Считается, что если вам попадается купюра, где либо цифра 128, либо в сложении она дает цифру 128, это счастливая купюра. Также и с билетами и прочее, прочее. Почему так считается? Во-первых, начнем с того, оказывается, я очень долго вообще исследовала это, когда начала встречать часто в книгах, старинных книгах 128 и бесконечность как знак богатства. Оказывается, когда у человека счастье, когда у человека счастливый случай и что-то хорошее, удачный момент, то есть когда он переживает вот эту эмоцию радости, у него сердце бьется 120 раз в минуту. То есть сердцебиение 128 раз, извиняюсь, в минуту. Настолько быстро бьется сердце. Это значит, положительные эмоции собираются воедино, когда сердце стучит 128 раз. Энергия удачи. Мы делаем посылы мыслями, желаниями, эмоциями в мир, в эту мировую паутину. И какие у нас мысли, желания и эмоции существуют, такие же мы оттуда и притягиваем. Если мы все время думаем о плохом, если мы себя загоняем вот в это адское пекло, то к нам притягиваются люди, которые это плохое, эти плохие мысли осуществляют. Очень часто люди говорят: я предчувствовал беду, я знала, может быть, кто-то и предчувствовал, но в основном люди эту беду накликали на свою голову. У вас бывают случаи, когда вы о человеке подумали, и он вам позвонил? Вы его притянули в этот момент. Насколько сильно вы подумали о нем, настолько сильно он к вам пришел. Так вот, мысли создают эмоции, эмоции создают состояние души. Состояние души определяет наше будущее. И поскольку самая положительная эмоция – это эмоция счастья, радости, то вот 128 ударов сердца – это самое то, что нужно нашему организму, нашему телу, нам, в принципе, для того, чтобы притянуть еще одну удачу к себе, удачливый момент. Поэтому эта цифра таинственна. Кроме того, цифра 1 означает впереди идущий, а еще означает как некий посыл сил. То есть силы дают какой-то посыл, отправляют что-либо, какую-то информацию, идею, помощь, с помощью которого человек встает на ноги и поднимается в жизни. Цифра 2 означает, что ты трудности встретил и преодолел. То есть 2.
удачно преодолел, удачно прошел все трудности, и теперь твоя дорога открыта. И цифра 8 – это щедрость Вселенной означает всегда. Поэтому бесконечность изображается в виде цифры 8. Где-то там неполные вот эти вот, как бы два крыла, да, восьмерки, неполные заполнены, где-то заполнены полностью, но это, в принципе, перевернутая восьмерка, как бы. Бесконечность. Бесконечность Вселенной, невозможность сосчитать все, что вмещает в себя Вселенную, невозможность измерить эту Вселенную, то есть она не заканчивается. Она вечная, она бесконечна. Итак, вот на основе этих знаний и вообще в нумерологии цифра 128 – это счастливая цифра. Уже объяснила, почему. Я создала вот подобный ритуал и назвала денежный поток или источник. В принципе, любой из них подходит. Смотрите, вот одинаковые должны быть монеты. Некоторые говорят, что в обиходе у них нет монет. Что делать? Возьмите, значит, центы. Ну, по-моему, центы, да, доллары, центы. В любом случае, возьмите монеты тех денег, которые сейчас в обиходе, которые сейчас действуют. А то некоторые, а можно вот советские деньги, а можно там игрушечные деньги. Дорогие друзья, деньги – это энергия, они притягивают себе подобных. Если вы возьмете советские уже мертвые энергии денег, да, они не сработают. Единственное, что сработает, антикварные деньги. Но вы приклеите антикварные деньги, они стоят очень дорого. Если вы готовы их использовать, то можно антикварные деньги. То есть деньги царского времени, например. Почему? Потому что она ценность. Хоть это и не денежная единица в данный момент, но это ценность, это движение денег, единые деньги. Почему, например, вот на рынках люди больше покупают, чем даже в магазинах. Хотя, да, магазины, супермаркеты, и там все время покупка. Но в любом случае, вот почему рынок больше как бы делает выручки, чем магазины? Потому что на рынке энергообмен, понимаете, между людьми. Это торг, это ходьба, это приценивание и так далее. Это энергообмен. То есть деньги должны работать, там должна быть живая энергия. А деньги, которые уже давно не используются, они либо должны быть антикварные, которые представляют ценность как товар, либо никак. Так вот, берете одинаковые монеты, желательно десятки, если это в России, желательно десятки, потому что будет соответствовать вот купюре. И приклеивайте, просто приклеивайте, вот клеем момент, приклеивайте на все 4 вот эти стороны. Как символ 4 сторон света. Некоторые говорят, а если там порвется или что-нибудь случится, значит, просто оставляйте эту купюру на земле, под деревом и уходите. Просто оставляйте. Нельзя ее ни сжечь, ни выкидывать, обидите денежную силу. Просто оставьте и переделайте ритуал. Вот так вот приклеили. Написали впереди ваше имя. Можно ручкой, чтобы она не стиралась. Потом 128 и бесконечность. Я получаю посыл сил, преодолеваю трудности и беру щедрость мироздания, и это продолжается бесконечно. Вот примерно это и означает вот это послание. Потом, когда вы начитаете 4 раза, вот так закрываете и ложите себе в кошелек. Естественно, не тратите, понятное дело. Оно будет притягивать в вашу жизнь все время деньги. Обычно подобные ритуалы с монетами, с купюрами, которые я давала, они сразу помогали человеку то подработку найти, то повышение найти, то еще что-нибудь получше, работу. Значит, зажечь нужно
красную свечу и зеленую свечу. Эти свечи можно потом использовать в других ритуалах, но учтите, хотя бы несколько раз в месяц вы должны вытащить эту купюру и по новой начитать. То есть обновить свои энергии, снова положить в кошелек. И тогда вам тоже пригодятся красная свеча и зеленая. Зеленая символизирует обычно деньги, красная удачу, богатство, то есть роскошную жизнь. Делается это в сумерки, когда солнце село. Неважно когда, можно ранним утром, можно там вечером, но чтобы было сумерки. Начнем. Читать 4 раза, я прочитаю 1 раз. Я царской казной владею, я с каждым днем богатею. Сундуки мои золотые, в них шелка и меха, алмазы и жемчуга. Все богатство мира мне и моим потомкам на долгие века. Всяк, кто богач, через мою казну проходит, злато свое мне оставляет. Было ваше, стало мое. Кто куда, а я к богатству иду. Имя мое удачу приносящее. Цифра 1 имущество подарит. Цифра 2 удачу в делах дарит. Цифра 8 счастье и везение в моих руках. А бесконечность подарит бесконечное везение, удачную дорогу, денежный поток, куда бы я ни шла или ни шел, если это мужчина. С юга, с севера, с востока, с запада стекайся, богатство, рекой через алмазные берега в мой дом. Истинно так, заклято. 4 раза прочитали? Сейчас извиняюсь. Вот так. Закрыли и кошелек. А что будет? Я думаю, долго ждать не придется. Всем удачи!